Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это Снежана Егорова по пятницам в нашем разговоре, анализе того, что происходит. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Немного сбивчивое начало у меня по одной простой причине. Я там планировал с вами обсудить ситуацию, да, планировал там геополитические танцы обсудить. Тут Трамп то дает ракеты, то не дает. С Ираном у него история очень и очень закрутилась. Тут же встреча была буквально пару дней назад. Нетаньяху и Зеленский переглянулись. А как это все повлияет на дальнейший ход войны? Да и россияне тоже со своей стороны. Медведев то говорит, мобилизации не будет от слова совсем, то там новобранцев провожает на передовую, говорит, что это финальная точка СВО. Причем от Медведева мы слышим, от Подоляка мы это слышим, правда, под другим углом, что, мол, смотрите, Корецкого поставил Зеленский, это чтобы заранее, да, там, уже там готовиться к чему-то. То какие-то блогеры, которые ели собачий корм, купленные Банковой, спрашивают у министра обороны, исполняющего обязанности, а он говорит, там, моему ребенку 9 лет и 11, двум сыновьям, да, вот когда они подойдут к этому возрасту, будут строить, а не воевать. То есть хотелось вот об этом во всем поговорить. Но вот это то, что меня шокировало, что раскопали американское интервью Зеленского, Fox News, где он рассказывает о более 1,5 миллиона потерь у России и 50 тысяч убитыми в Украине и 400 тысяч ранеными солдат ВСУ. Это немного повергает в шок. Это можно назвать агонией лжи, потому что в феврале у него было 55, сейчас около 50, я так понимаю, повоскресали все. И вы знаете, мимо этого пройти достаточно сложно, исходя из того, какой становится война сейчас, какие обстрелы сейчас идут, как рвутся без тревог в Хмельницком снаряды, как, собственно, гребут народ, как вот эти флаги, гробы, этот винницкий город Гайсин, сегодня все вспоминают после информации об этом интервью и потерях, где маленький городок, 28 тысяч, и такая аллея просто убитых мужиков, типа аллея славы, которой нет конца, на машине проезжают. Слушайте, но мне кажется, что как-то очень и очень заврались. А как в таком вранье заканчивать войну? Или война не заканчивается без вранья? Ну, смотрите, Саша, война вообще-то с вранья начинается, и когда продолжается это вранье, война только лишь разгорается. Я вам говорила это, вы не дадите мне соврать однозначно, неоднократно. Вот при всех ваших оптимистических прогнозах вам все время хотелось, чтобы война закончилась, и все время хочется верить людям, политикам, которые заявляют, что вот сейчас, скоро-скоро, давайте пояски подтянем, желательно на горле, вы знаете, они уже давно на горле, пояски у наших людей, только это уже не пояски, а это называется ошейники. А во-вторых, относительно Зеленского, ну это же абсолютно давно всем очевидно, что он врет, как дышит. Точнее, он дышит и врет и дышит, это приблизительно один и тот же процесс. А в особенности врет, когда вдыхает. Особенно через нос, когда он вдыхает, то количество лжи в его сознании увеличивается просто в промышленных масштабах. Помните про вот эти вот мільярд деревьев, про то, как ми побудуємо країну мрій, про те, як ми, значить, велике будівництво, яке перетворилося на велике крадівництво. Поэтому, вы понимаете, Саша, когда он говорит 50 тысяч мужчин, это даже меньше, чем было еще там полгода тому назад, так кто ж их там считает? Понимаете, для Зеленского люди, их жизни, качество их жизни вообще ничего не значит. Он считает только нули на своих счетах в разных там банках мира. Он уже и свои собственные банки покупает для того, чтобы, как ему кажется, кто-то не заглядывал в его, скажем так, богатство, золотишко, понимаете, которое он на крови зарабатывает. А люди ему не нужны и не важны. В том-то все и дело, что народ
отдал свои судьбы и судьбы своих детей в руки черту. Я уже неоднократно говорила, черту, черту, как ты хочешь его назови, хоть по-русски, хоть по-украински. Это на самом деле исчадие ада, самое натуральное. Поэтому все, что оно говорит, вот это существо, и его подельница, так называемая супруга. Вы знаете, Саша, вот я же все-таки женщина, и в первую очередь меня интересует судьба детей. И когда меня обвиняют там в эмоциональности, я понимаю, что вот эти мальчишки, юноши, вот эти пацаны молодые, и повзрослее мужики, которые воюют, за что они отдают свои жизни. В особенности, если их наловили, как сайгаков там на улице, и отправили просто на убой на мясо, понимаете, на мясорубку, на мясокомбинат. Вот я просто как женщина, как мать, я вообще себе в ужасе представляю эти унижения, которые испытывает человек, когда его ловят как собаку, запихивают в бус, когда его там сзади, например, азовцы, эти нацики, сами не идут воевать, сами они лазят по студиям, понимаете, тепленьким, где им светят фонарики в личико, делают макияжик, и они рассказывают о том, як треба воювати до останнього українця і про вічну війну, понимаете, где, например, та же Янина Соколова, вот эта тварь, которая рассказывает о том, что нужно воевать, а когда у нее спрашивают, точно так же, как и вот этого человека, понимаете, пойдут ли твои сыновья воевать? Она говорит, ну, когда вырастут, тогда мы у них и спросим. То есть эти твари, у которых дети маленькие еще, думают, что их это не коснется, что это женщины, их тоже не отправят на убой, что они нужны и важны этой системе народоубийства. Вот на этом месте, понимаете, на вот этом вот лобном чильном месте, где они будут всех отправлять такой легкой рукой на убой, а сами будут сидеть, как говорится, и получать дивидендики. Поэтому Зеленский – это их президент. Это президент вот тех тварей, которые пороху не нюхали, к людям относятся как к ресурсам, плюют на этих простых людей, на их страдания, слезы, судьбы, на то, что тысячи и сотни тысяч женщин и детей уехали за пределы страны, и что они, возможно, уже не вернутся, и их дети не вернутся, и какую судьбу они там получили за этой границей. Потому что, как вы знаете, фонд Елены Зеленской полный рост торгует женщинами, детьми и органами, о чем, в принципе, сейчас тоже не принято говорить, потому что, когда к Зеленскому отправляют еврейку, которая кричит: «Я еврейка, мы евреи», понимаете, и она спрашивает у Зеленского: где нацисты? Ой, нет нацистов. Ой, Равин сказал, что лучше, чем в Украине, евреи себя нигде не чувствуют. Евреям очень хорошо в Украине. Здесь очень хороший, покладистый народ, бараны, которых можно отправлять на убой легко. А мы покупаем украинский паспорт, и мы украинцы, которые не воюют за Украину. У нас все хорошо, они с Корчинским ударили по рукам. Здесь белые люди, Нет, их ладно, можно Корчинский, стричь. но это же Лора, которая там фотографировалась с дроном, как Грэм, да, с характерным названием мужского детородного органа. Она же побеседовала не только там с Хмарой, она там в ДТЭК сходила, в музей, она же там каску примерила, все понятно. Там Политико уже четко расписала, что немножко в Америке так как бы ну, обалдели от того, что она за денежку изменила свое мнение. Она же с Белецким встретилась и говорит, вот мы полдня с ним ходим, с Белецким, ну там интервью, прогулки туда-сюда, и я вообще, я вообще не почувствовала. Нет никаких нацистов, нет ничего, понимаете, то есть все хорошо как. Зеленский, ты нацист? Он смеется, говорит, нет. Ну, нормально, нормально Зеленский, отработал. ты нюхал с Макроном кокс? Нет, конечно, о чем вы говорите? Но все, что говорит Зеленский, нужно с точностью да наоборот. И по поводу потерь, и по поводу кокса, и по поводу бабла, и по поводу войны, понимаете? Вы понимаете, Саша, вот я же к вам вот прихожу и говорю об этих вещах открыто, потому что я гражданка этой страны по праву рождения, а не потому, что мне
удалось купить паспорт страны лохов, которые свою собственную страну продали за понюшку табака. За 800 евро вот этих вот выплат где-нибудь у Польщи чи на Италийщине. То есть я, в отличие от этих женщин, которые, конечно, безусловно, любой труд, он благороден и прекрасен, если ты не нашла себе применение и тебе не платили за то, что ты жопы кому-то мыла здесь, на Украине, а поехала в Италию и там моешь чьи-то итальянские жопы, и тебе за это платят, это, конечно, благородно, это благородный труд. Кто-то идет на панель работать, пока есть молодые женщины, кто-то задницы моет, и они, естественно, тоже женщины и тоже заслуживают уважения. Но я, в отличие от них, немножко другой профессией занималась. Я получала высшее образование, я работала в театре, я работала на телевидении. У меня есть репутация, которую вот эти твари мне постоянно забрасывают дерьмом. И я привыкла идти к людям с открытым забралом. Я с людьми, я их люблю, и я их знаю. Я проездила всю свою карьеру, 30 лет практически, по всей Украине. И я понимаю запросы украинского народа. Я понимаю все особенности украинского народа и отличия Западной Украины от Восточной Украины. Я понимаю как никто, потому что я интересуюсь людьми, и я их люблю. И потому что я люблю людей, я считаю, что нужно говорить им правду, для того, чтобы они не пребывали вот в этом состоянии, понимаете, биполярного расстройства и шизофрении, которая им навязывает Зеленский, всякие вот эти еврейки-лоры, разные раввины, которые с улыбкой им рассказывают о том, что тут все хорошо, никаких нету нацистов. И сами нацисты в лице Белецкого, которые, конечно же, они не нацисты. Безусловно, ни один нацист не признался, что он ненавидит людей и что он готов их в газовые печи отправлять. Как вы знаете из истории прошлого столетия, вот эти вот надзиратели и администраторы концлагерей, они жили невдалеке от своей работы непосредственно, вместе со своими женами и детьми, которые были счастливы при Третьем Рейхе. Единственное, что их смущало, это то, что когда людей сжигали в газовых камерах, вот этот пепел, который подымался, потом ложился, как говорится, на их цветочки. И он был слишком жирный, этот пепел, потому что сжигали человеческие тела. В принципе, когда вот этот был Нюрнберг, когда все эти преступления Третьего Рейха открылись, когда об этом стали говорить, люди ужаснулись тому, что это все происходило рядом с ними. Так вот, когда я уже который год говорю, что Украина – это концлагерь под открытым небом, что там, где заходит и управляет народом международный еврейх, я еще раз повторю, Саша, там не может быть развития, потому что везде, куда приходят евреи со своими, скажем так, потребностями, они начинают пожирать все, до чего дотянутся, до состояния выжженного поля. Стоит только лишь посмотреть на то, во что превратилась Палестина и палестинский народ, когда государство Израиль, как говорится, образовалось на Ближнем Востоке. Соответственно, смотрите, все соседи. Тут какой нюанс есть? И тут можно там по-разному относиться, и наверняка это очередной, скажем так, будет накат на вас за антисемитизм, но в Израиле евреи, люди, граждане Израиля, евреи по национальности, они в шоке от этой политики. Они там внутри достаточно увесистая часть. Они в шоке от того, что как бы делает их правительство. Поэтому здесь нужно, конечно, всех разделять и судить, да, то есть не по национальности в общем. Мы почему так говорим? Потому что, ну, как бы мы имеем в виду не вот этих одесских, да, там, евреев, еще каких-то израильских, а мы имеем в виду так, международную вот эту историю, которая сейчас заполонила и, ну, реально в Америкой она рулит, крутит, вертит, как цыган солнцем. И об этом говорят сами американцы. Не о людях национальности той или иной, а о системе этих координат. Потому что, когда
Трамп в очередной раз, вот о Палестине вспомнили, вчера заявил, что так все нормально. Они сдают оружие, хамасовцы, мы договорились. Хамасовцы, правда, как бы там не шибко подтверждают это, но, в принципе, общая рамка есть. Но, опять-таки, кому сдают оружие? Какой-то администрации вот в этой Палестине. А что такое Палестина вот сейчас? Вот тут начинаются уже вопросы как бы в развитии, да, и вроде как о победе Трамп заявляет, но а чья это победа, непонятно. Поэтому тут еще раз, когда там вы говорите, давайте тогда, не знаю, там, сионисты будем называть, давайте будем называть какой-то, не знаю, там, ну, хаббаты, это все понятное дело, но тут это не цепляется к людям национальности. Это все равно, что, понимаете, каждого там, ну вот, украинцы же вот эти, это же украинцы ходят и там прыгают и скачут там, и кричат, кто не скачет, тот поляк. Ну вот, это же украинцы на картонном Майдане сейчас, украинцы. Так, ну и мы же украинцы, поэтому мы же не можем быть одинаковыми с тем, кто так делает. Смотрите, Саша, во-первых, самый главный принцип сатаны, дьявола, это разделяй и властвуй. Ну, то есть, когда вы предлагаете разделять, понятное дело, что нужно отличать одно от другого. И вот эти все истории про антисемитизм, это осталось в 20 веке, где, в принципе, те, кто пострадал от нацизма, немецкого, фашистского, германского, от Адольфа Гитлера, да, они, в принципе, имели вот эту козырную карту прикрытия, и они создали мировую организацию, антидефамационную лигу, где, в принципе, они могли, в общем-то, претензии предъявить ко всем, кто бы огульно всех евреев в чем-то там обвинял, как это делали нацисты, как это делал Адольф Гитлер. Но за более чем 30 лет, ну, вернее, практически уже 30 лет 21 века, мы видим, что козырная карта антисемитизма и вся деятельность антидефамационной лиги, она пошла прахом и сгорела вот в этих всех пожарищах Палестины, в этом всем, что они творят по отношению к женщинам, детям и старикам, вот этим людям, которых они держали в черном теле, которых они, по сути, вот они создали концлагерь под открытым небом в Палестине. То есть они создали вот это обстоятельство, и они проверили, как это будет относиться по отношению ко всему миру. Что весь мир закрывал глаза на то, что они творили в Палестине. А теперь весь мир закрывает глаза на то, что творят евреи на Украине. Потому что они обозначили эту территорию как место своего дальнейшего переселения. И это уже не секрет, это не какие-то там теории заговора. Это план, который огласил Генри Киссинджер, который возглавляет мировую еврейскую, скажем так, организацию Бнай Брит, вернее, возглавлял. И, в принципе, он открыто сообщал о том, что через 20 лет Израиля на Ближнем Востоке не будет, сказал он в 2012 году, если не ошибаюсь. А куда денется Израиль с Ближнего Востока? Да, евреи, которые там жили всегда и которые жили совершенно спокойно в, скажем так, семье народов семитских, потому что семиты – это не только евреи. Это вообще-то, на секундочку, все арабы. И по большому счету, когда говорят об антисемитизме, имея в виду непосредственно еврейскую вот эту ветвь, ашкеназов, там, не знаю, и всех остальных, которые тоже между собой, скажем так, имеют определенные конфликты, то, в принципе, это слишком простое понимание этого процесса. И это только те люди, которые никогда в это не углублялись, и которых это не коснулось, как евреи управляют славянскими народами. Знаете, я недавно, кто-то из моих подписчиков отличный комментарий прислал, что белорусы, русские и украинцы – это один народ. Один еврейский народ, понимаете? Точнее, можно сказать, это терпилы, которые терпят от
скажем так, потребностей еврейского народа в управлении стадами, которых они отправляют на убой. Потому что когда, Саша, мы говорим о том, что вот украинцы скачут, то есть украинцы всех огульно всех хохлов называть безумцами, которых, значит, нужно уничтожать, это можно. Русских всех огульно, одной толпой, потому что они все говорят на русском языке и в детстве учили сказки Пушкина, значит, тоже можно оскорблять и унижать по всему миру. А евреев, оказывается, нельзя всех взять в одну кучу, нужно разделять и отличать. А не кажется ли вам, Саша, что это все делается осознанно и самое главное, мне это даже не кажется, а я это знаю. Если посмотреть, кто подталкивает этнических украинцев и этнических русских на эту бойню с двух сторон, и кто их толкает в спиночку, то мы там как раз и увидим представителей еврейского народа. Товарища Гордона, товарищ Купри-Бацман, которые они товарищи нам, Вересня, Наташечку Влащенко, всяких разных Карагодских и прочих, я не буду сейчас оглашать по списку, коллег моих по актерскому цеху. А с другой стороны, там тоже большое количество еврейских товарищей, господ и господынь, начиная с Собчак, Дудя, Аллочка Борисовна Пугачева. И ее... Подождите, хороший фестиваль в Юрмале, и украинцы там были, и Полякова, и Потап, и Настя. Ну, правда, без скандала не обошлось. Ну, это дело такое. Тут же понимаете, какая история? Мы, вот опять-таки, проблему надо решать. Проблему войны. И просто то, о чем вы сейчас говорите, Украина же переживала в своей истории. И во время Второй мировой, и Богдана Хмельницкого. И то есть это как бы не решает проблему то, что мы там будем настраивать одних людей против других, другой национальности. А мы не настраиваем, Саша. А где сказано, что мы настраиваем одних людей против других? Мы говорим, что это власть, которая полностью от начала и до конца, от первого до последнего представителя является представителями еврейского народа, которые абсолютно не ассоциируют себя ни с украинцами, ни с русскими в том числе. И их главная задача – создавать как можно больше конфликтов, потому что, как известно, когда горит костерок до неба, всегда можно неплохо согреться, а еще и нагреться. Ручки они нагревают очень хорошо, потому что когда люди бегут от войны, когда им говорят со всех сторон, каждая голова говорит: бегите, 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 еще раз бегите, что вы сидите, света не будет, воды не будет, газа не будет, дети умрут, в школу не ходят. И люди бегут, Саша, бегут, и по дороге они теряют огромные куски своей жизни. Они продают за бесценок свое имущество. Они закладывают свои фамильные драгоценности, если такие имеются. Они теряют вообще свое государство. А их дети уже не получают образование в собственном городе, по собственным улицам не ходят. На бабушкины, дедушкины могилы они не могут вернуться. Они теряют вообще свои квалификации, свои навыки. То есть люди годами, например, учились чему-то. У нас вообще высококвалифицированные медики, инженеры там и куча других профессий, которые едут в Польшу, в Италию, еще куда-то, и там они становятся кем? Люди, которые высочайшее образование классическое имеют, идут и делают черную работу, служат белым господам. Ну так, Не говоря смотрите, уже о том, виноват же Путин. Вам же четко любой ответит, что это русские напали, Россия агрессор, Путин виноват, и поэтому вот так вот поломали судьбы. Ну, то есть все же, видите, как это, все же на столе. То есть, пожалуйста, вот тебе, вот задаешься этим вопросом, за что мне такое? Я этим вопросом задаюсь с 2014 года. Ну, по большому счету. Потому что две волны одного и того же как бы пережил. И многие мои там знакомые, земляки точно так же. Понимаете? Причем, неважно, некоторые поехали в Россию, да, и это тоже не сахар. Это ровно то, о чем вы говорите. Ровно то же самое. И там единицы какие-то возвращаются на территорию, которая под обстрелом, где там сложно, да, где тяжело. Я не имею в виду там тыловые какие-то там города родные, но тем не менее.
Ну так вам же четко как бы называют виновного, и от этого все дальше и пляшет. Плюс нам же как говорят, Трамп, да, Трамп же он должен был закончить за 24 часа, а потом там за 100 дней. А сейчас нам что говорит? Туск. Говорит, 100 дней все решится. Ну, вот вчера, когда ракетка залетела в Польшу, а они там ее ходили, сопровождали, говорили, если что, мы сбили бы, конечно. И вот он с Зеленским поговорил после Вашингтона, говорит, через 100 дней все закончится. Просто, а мы же видели, я помню просто первый нарратив, когда люди уезжали из Луганска, мои знакомые там, товарищи, уезжали куда? На море на 2 недели. На 2 недели на Азовское. То есть собирались, ехали, думаю, сейчас там они как бы перетрут, ну не будут же все там сносить, уничтожать. А потом оказалось, будут и сносить, уничтожать, и воевать, и там и россияне заходили, и местных нагребали, и местные какие-то были революционеры, которые видели свою, там, объявляли в Луганской Народной Республике Лисичанскую Народную Республику. И это все, а это был первый какой такой пробный шар. А то закончил за 2 недели. Нам говорил кто? Порошенко. И сейчас мы в этом и живем. Вот только сейчас немножко время увеличилось, там лица поменялись. Трамп, Зеленский, Туск вот поговорил с Зеленским, говорит, 100 дней осталось. Медведев выходит, говорит, мы вот там в завершении СВО. Подоляк выходит в завершающий этап. Так это завершающий этап перед чем? Перед следующей эскалацией, к которой они подготовились и готовы. Скорее всего, в России уже достаточное количество снарядов произвели за это время для того, чтобы устраивать вот такие образцово-показательные обстрелы городов. И это будет все дальше и дальше. Во-вторых, Туск, я думаю, должен готовиться, и, скорее всего, он тоже готов к тому, что они вступят в войну. Польша уже, как говорится, на низком старте. И то, что они там в Жешуве устроили склад оружия, это рано или поздно станет причиной большого конфликта, потому что русские не могут остановиться. Они не могут уже остановиться, потому что нужно было решать этот вопрос в зародыше. Но так как они нюхали дух Анкориджа со всех сторон, подбегали к нему и справа, и слева, к ним приезжали, разводили их бубнами шаманскими, они там поедали растягаи и, короче говоря, думали, что... Значит, вот эти дурачки американские, они все поняли и повезут, и донесут, и, конечно же, американцы захотят замириться, будут выполнять свои обещания, которые, как известно, американцы дают именно для того, чтобы разводить лохов. То есть, вы понимаете, Саша, если отмотать... Причем интересно, что это же только за последние недели, Снежана, это же какой-то анекдот. Значит, патриоты. Ходил там Зеленский, там Локхид Мартин, все дела, выходят с Боинга, говорят, да не, мы головки не дадим. Патриоты делаете, а головки не дадим. Сейчас выходит Трамп, говорит, ну я сомневаюсь, что мы там что-то вчера все как бы опешили, подожди, так только ж еще не остыла от тепла задницы Зеленского в овальном кабинете на диванчике кожа, да, а он говорит, уже нет. И это со всеми. Турция, F-35, классно же встретились, поговорили. Не будет отчет. Дальше. Адские санкции. Грэма же хоронили в закрытом гробу. Это же он придумал. Сенат проголосовал сигнальным голосованием на сентябрь уже, ну, как бы голосование такое. Трамп говорит, не, вы давайте так, вы мне вот туда Иран включите. А те говорят, так мы про Иран не договаривались. Не, в общем, не будет и этого. То есть он и Зеленского, и Эрдогана, и всех, и Нетаньяху, и все вот находятся в этом положении. Он не выполняет обещания ни перед кем. А зачем? Император вообще никому ничего не должен. Понимаете, как Зеленский сказал журналистам, я вам ничего не должен, должен только своим родителям. Трамп тоже решил, что он тоже никому ничего не должен, должен только своим детям. Вы видели эту информацию, что Трамп за последние несколько лет, пока идет война в мире, вот эта вот глобальная, на вот этих вот повышениях цен на топливо заработал больше, чем за последние 60 лет своей жизни.
То есть он просто тупо разводит лохов и латошит бабло для того, чтобы, как говорится, обеспечить своих многочисленных детей и внуков на всю оставшуюся жизнь. Понимаете, когда мы имеем дело со звериным оскалом капитализма, который, как известно, ради 300% прибыли продаст мать родную, и тем более в исполнении международного еврейха, Саша, то, в принципе, тут нельзя верить вообще никому. Вот вы же заметили, я надеюсь, что Такер Карлсон покидает республиканскую партию. То есть это основной хедлайнер, это главный голос, типа, знаете, first voice вообще вот этого мага, Make America Great Again. То есть это человек, который тянул мазу там, вплоть до там, лишения собственной репутации, он потерял работу, которая ему приносила прибыль там, на протяжении последних 30 лет, ради того, чтобы пришел Трамп и выполнил свои обещания. И если он уходит из республиканской партии на основании того, что полностью мозгами Трампа и его кабинетом рулит еврейская мафия, которая у них называется еврейским лобби. И эта еврейская мафия чудит там уже без баяна в Сенате. То есть они всех абсолютно сенаторов, каких только можно было, подкупили. И там же вот эта вот вся эта хор больных и бедных, вот этих слепоглухонемых, которые лежат там в каких-то госпиталях, их по полгода никто не видит, которые умирают и потом их хоронят в закрытых гробах, понимаете? Они же все фанаты Израиля. Почему они такие страшные фанаты? Потому что им мешки денег заносили для того, чтобы они тянули мазу, для того, чтобы Израиль продолжал быть ЧВК Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, вот этим бешеным псом, который всегда по требованию хозяина бросается на своих близлежащих соседей, для того, чтобы что? Держать за горло вот эти вот нефтеносные, понимаете, нити. То есть, по большому счету, весь же вопрос в бабле, понимаете, вот в этом шаленом бабле. А у Трампа, так как у него немножко проблемы с головой, и он реально уверовал в то, что он император всего мира, ему дали основания так думать. У него сейчас есть идея фикс захватить полностью все вот эти нефтеносные скважины, все месторождения, все проливы и держать это все в своих собственных руках для того, чтобы оседлать этот мир. Понимаете, он идет по вот этому плану мирового захвата власти, единого правительства, и он будет сносить всех, кто будет мешать ему на пути. И он никакими методами не будет стесняться. Поэтому они разводили русских. Русские, я не знаю, они делали вид, что верят, или действительно верили. Может, они в безумие уже впали. Знаете, старость, она что же не радость? То есть человек на старости лет, он тоже как дитя становится, доверчивый, ему хочется верить миру, почивать на лаврах. Не будем забывать Александра Сергеевича Пушкина, который наше все, понимаете, светоч русской литературы и русского слова. Помните, там у него была сказка, значит, про шимаханскую царицу, девицу шимаханскую царицу, где старый царь царствовал лежа на быку, царствовал, пока, значит, шимаханская царица не обуяла его сознание. И он начал возлежать, понимаете, с ней на подушечках, а своих сыновей одно поколение за другим отправлял воевать. И что в конечном итоге случилось? Вот сейчас вот эта вот российская власть, вот этот вот состав кремлевских старцев, они как раз и напоминают вот эту сказку Пушкина про шимаханскую царицу. Потому что они решили, что все, они уже... А царица это Зеленский? Ну, Зеленский это долбанный черт, понимаете? Это, скорее всего, вот тот вот
как это, агент, который шамаханскую царицу подкладывает под кремлевских старцев, которые, в принципе, понимаете, я уверена, вот даже на 1000% уже судя и наблюдая за тем, что происходит, я уверена, что в Кремле думали, что они поиграют в эту войну, понимаете, что они как бы такую прививочку дадут, что вот, мол, это ж свои люди, наши украинцы, мы тут повоюем так аккуратненько, дадим понять Западу, что вот мы бьем своих, чтобы чужие боялись, а Запад, мол, и испугается, и типа вот они нас трогать не будут, сядут с нами за стол переговоров, потому что у нас же ядерная дубина есть, а Зеленский это наш человек, он будет действовать исходя из тех требований, которые нам нужны. То есть они его как спарринг-партнера сами вырастили. Они одного только не поняли, с кем они имеют дело. Что это настолько алчная тварь, что его перекупили просто на взлете, понимаете? И сейчас он служит своим британским господам, потому что как русская элита, русские олигархи всех своих детей и бабло вывезли куда? В Париж, Нью-Йорк и Лондон. Там сидят их детишки и по-французски говорят. Там у них виллы, яхты и прочее и тому подобное. Точно так же и Зеленский, который в Москве сидел, на все это глядел, подумал, а что вам можно, а нам нельзя. И он тоже теперь перекупил все. Да еще, я думаю, покруче вот тех олигархов, которые лет 30 или 40 русский, украинский и прочий постсоветский народ, понимаете, обводили вокруг пальца и радовались жизни там на Рублевке, понимаете. То Зеленский сейчас им всем фору дал, потому что молодой да ранний. И, в принципе, он плевать на них хотел. И он теперь действует совершенно на другой стороне. Он им отдает, как говорится, долги, потому что он ненавидит их. Ненавидит за то, что он прыгал перед ними, скакал, унижался, как это, зубал, знаете, шутом у них был. Вот, когда шут своему хозяину, престарелому, хочет показать вообще, где его место, вот он так и действует. То есть они сами взрастили эту ненависть в его сердце. Вот это черное, злобное, завистливое сердце они взрастили собственными руками. И теперь вот это чудовище ведет этот несчастный украинский народ, вот этих баранов, на заклание и на убой. И, к сожалению, количество смертей и крови, которая уже пролилась, она проложила вообще просто не то, что там, а бездну между единым народом. Потому что когда, вы понимаете, Саша, вот говорят, русские уже начали, мол, украинцы это не наш народ, мы, мол, отрекаемся от них, они не такие, как мы, они другие, плохие, а мы хорошие. На самом деле это действительно был единый народ. Это, как понимаете, в голове, в мозгу у человека есть правое и левое полушарие. Одно за рацию отвечает, другое за эмоции. И, в принципе, тем и прекрасен был украинский и русский народ, что они были разными. Украинцы более эмоциональные, открытые, понимаете, такие подвижные в плане эмоций. Русские более такие устойчивые, рациональные, умные. Они не растеряли свой потенциал именно мозговой, понимаете, в своем народе. Но когда их разделить, вот это все равно, что голову разорвать на две части. Вот и происходит вот это биполярное расстройство, когда они как бы и вместе уже быть не могут, и порознь разойтись не получается, потому что это и есть единый народ, связей слишком много. И самое главное, географическое положение – это тоже диагноз. Куда деваться? Поэтому, если они сейчас хотят проложить вот здесь вот между Россией и Украиной вот это поле из еврейского, так сказать, равината от Крыма до Николаева, Херсона и Одессы, то это действительно, Саша, война навечно. И это план, который Киссинджер огласил в 2012 году, и который так или иначе выполняется. Вольно или невольно, он выполняется. И вопрос только в том, что люди здесь заложники этой ситуации. На них это все будет отыгрываться. Их кровь будет проливаться, страдания их детей будут, понимаете, разрывать им сердце.
а на вершине будут сидеть до последнего и делать вид, что ничего не происходит в палатах каменных, понимаете? Воскрешать 5000 убитых за полгода украинских мужчин на поле боя и там 400 тысяч раненых, да. То есть, понимаете, можно... И причем он сам говорит, я буду честным, я там особенно откровенным по этим цифрам быть не могу, чтобы Россия не поняла состояние украинской армии. Так пусть, Нет, пусть он сначала честно нам всем расскажет, нет, сколько честно, он миллиардов заработал, сколько миллиардов на этой войне. честно можно было сказать, я на этот вопрос отвечать не буду, потому что идет война. Все, и все бы все поняли. Ну, то есть, зачем называть зачем вообще рот открывать по этому поводу? Почему? Потому что эти люди, какие бы они ни были, да, есть же там совершенно разные люди. Сейчас опять чистки в армии, там, «Украинская правда» пишет, что в этих штурмовых полках Сырского, там, где вот издеваются над людьми, есть там... Ну, опять-таки, это было еще с 2014 года. Рассказывал этот азовец Кухарчук, у него спросили, а ты где был в армии? Ну, с 14-го, где ты воевал? А он говорил, я воевал в мотивационных войсках. Угу. Нас, значит, распределили, там нас было 1000 человек, или там сколько, да, по линии фронта какой-то, и там по несколько групп было через каждый промежуток времени. Ну, то есть, там... езды, то есть тут, по линии фронта. И мы что делали? Мотивировали воевать. Матом мотивировали. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? И это было еще тогда. А вот сейчас просто это как бы... И сейчас вот переживают, что это все. Но я почему эту тему военную завожу сейчас? Это же люди, это все равно как ни крути. А все прекрасно понимают. Даже те, кто строит дачу в Одесской области своему командиру 83 человека. Даже те, кто псевдовоюет. Даже ваш знакомый, тоже телеведущий Джеджула, который посидел на марафоне, а сейчас такой, я в бригаде киевского ПВО, небо спокойное, сейчас буду стрелять по этим дронам. Даже вот эти все, они же понимают, что случись что, их даже не посчитают. Причем, ладно, там скроют их смерть для статистики. Нет, их не посчитают, их вычеркнут, их забудут, а они погибнут в этой войне. И вот этот вопрос, который вы задали с самого начала, а за что тогда это все? Он выходит во главу угла. Понимаете? И тут сейчас вот эта история там, вот в России будет мобилизация, а потом, да нет, не будет мобилизации. Будет. Будет есть... мобилизация в России, Саша, будет. Вопрос... Они некуда деваться. Они не смогут просто проехать мимо мобилизации, понимаете? Это сейчас они накануне выборов еще рассказывают, что ничего не будет, все у нас хорошо, народу вон столько, вообще все порешаем. Нет, будет. И вы, когда там, например, говорите, народы там разные, рассуждаем, да, мы разные, одинаковые, пропасть, какая пропасть? Ну, вы же помните, сколько там, месяцев 9 назад, да меньше, там, вот эта вся возня, а давайте запретим Телеграм, он российский, он там вражеский, он такой, он сякой, он... что в России сделали? Нет, там пока не запрещают Телеграм. Дуров, экстремист, террорист, выставляет интересные фотографии, что талибов теперь власть признали, да, они партнеры, а Дуров, получается, террорист и экстремист. Обидели Дурова, серьезно. Последствий для него это не будет нести. Тут даже не надо в этом разбираться, потому что они там и не подали его в этот международный розыск, а даже если подадут, ничего, как бы, абсолютно, да, никаких это последствий для него лично не несет, но внесли его в список в России, да, этих террористов, экстремистов. Кто-то говорит, да нет, это прикрытие, это типа они его назначили, чтобы он вроде как... А другие вовсю кричат, так он во Франции, там у него на Западе, он под них прогнулся, поэтому правильно. И начинается вот эта вот вся история вокруг одного имени, да. Так это один народ. Подождите. Просто эти не дошли до этого, другие вот так это все преподнесли, там, под другим соусом. Но смысл-то тот же самый. Проблема-то не в Дурове лично, а проблема в том, что есть там условно какие-то островки,
плюс-минус, где можно безопасно что-то сообщить, обменяться информацией, что-то прочитать, что-то... В этом проблема, вот и все. Саша, вообще-то проблема в том, что весь мир превратился в капиталистическую систему. И когда система становится гомогенной, понимаете, она, по сути, решает все вопросы уже. То есть, когда это было противостояние двух систем, социалистического лагеря, капиталистического лагеря, это всегда дает противостояние, всплески энергетические, и каждый старается что-то улучшить, да, то есть пока был капиталистический лагерь, смотрел на социалистический лагерь, они, например, капитализм осуществляли с человеческим лицом, потому что они боялись, что внутренние силы, которые у них есть, там коммунистические партии, те, которые тяготеют к социализму, к справедливости, что они будут завоевывать сердца людей и будут менять систему. В то же время социалистический лагерь, да, он тоже, как бы понимая, что есть угроза, как бы люди объединялись, они нуждались в том, чтобы быть обществом единым. У них был язык межнационального общения, семья народов. В памяти людей была победа наших дедов и отцов, преклонение перед подвигом, фильмы снимались, патриотизм какой-то развивался. А когда, извините, Кремль сдал интересы всех 15 республик, всех народов, которые поверили в социалистическую идею, по большому счету, они, как это говорят историки, это не я говорю, просто чтобы там не было визга свинячьего, понимаете. Историки говорят, что это произошло буквально сразу, невдовзі, как то кажут, после смерти Сталина. То есть, когда Сталин, который сломал или сломил, я не знаю, там, хребет фашизму, вместе с советским народом-победителем, в принципе, он выстроил вот этот вот железный занавес, который он же был и купол, вот этот золотой купол, понимаете, куда не проникают не только снаряды, но и идеи, которые растлевают сознание людей. Вот когда пришел Хрущев, и по большому счету началась троцкистская контрреволюция, вот тогда и начались процессы распада. Просто пока еще были живы и сильны, и в силе наши деды, победители в этой войне, которые знали, с кем они воевали, с чем они имели дело, видели последствия вот этого так называемой цивилизации, вот эти вот концлагеря, вот этих вот детей, которые голодали, людей, которых сжигали в камерах. Когда еще эти люди были живы, то, в принципе, осуществить то, что потом сделал Горбачев и Ельцин, было невозможно. Но так как люди, их постоянно погружали и погружали вот в эту реку забвения, рассказывали, что вот, давайте вспоминать, что мы же все, типа, люди, это цивилизация, гуманизм, давайте дружить, давайте на Запад смотреть, давайте у них хорошему учиться и свое не забывать. Вот, в какой-то момент, в принципе, это стало возможным. И вот эта прививка нищетой, которую осуществили с постсоветскими народами, когда полностью снесли всю интеллигенцию, когда снесли все моральные ценности, идеологию, вырвали, как говорится, стержень, на котором держался вот этот вот союз народов, то теперь получается Запад, который считает, что они победили в холодной войне, и они даже медаль, как вы знаете, выпустили «Победа в холодной войне». То есть они поняли, как нужно с русскими. Им нужно чесать по ушам и рассказывать все, что они хотят слышать. И тогда русские готовы прийти, обнять тебя и сказать: брат, да ты же меня уважаешь, на тебе ключи от квартиры, где деньги лежат. Потому что в холодной войне они обманом вырвали эту победу. И сейчас они продолжают русских обманывать, как хотят вообще, направо и налево, как простодырых лапотников, понимаете? А они продолжают верить, простодырые лапотники, и сдавать по-прежнему явки, пароли, адреса. Поэтому, Саша, это началось не вчера, не в 2014, не в 1991, даже не в 1993. Это началось гораздо раньше, этот процесс. А сейчас, когда система уже полностью выстроилась,
то Трамп решил, подождите, это же наша колония, одна, вторая. Главное столкнуть их лбами. Вот украинцев и русских, которые, по сути, один народ, только с двух сторон, которые должны убивать друг друга. Когда они друг друга убьют, все увидят, чтобы всем неповадно было, а те будут более сговорчивые. Армяне, грузины, азербайджанцы. Мы их по-другому возьмем. Потому что никто не захочет на эту, скажем так, бойню, понимаете, своих детей вести. Вот, по сути, система начинает пожирать сама себя. Трамп – это и есть признаки того, что вот этот уроборос, понимаете, он полностью уже укусил себя за хвост и начинает пожирать. Потому что безумие Трампа, оно тоже абсолютно очевидно. Он решил, что все, он божественный бог. Более того, он окружил себя вот этими безумными, вот этими всеми его там чу-чу, понимаете, вот этой бабой, которая там какие-то устраивает у него там в Белом доме. Помните, когда пришли там какие-то проповедники, руки к нему, значит, протянули и говорят, ты практически наш Иисус, блядь, Христос, понимаешь? И мы, типа, возлагаем на тебя надежду. И тут Нетаньяху к нему еще один черт приезжает и говорит, ты, практически Машиах, давай, сейчас будем наше мировое правительство, возьмем в руки вообще все нефтеносные вот эти нити и будем всеми заправлять, этих туда, тех сюда. Надо только русских загнобить и иранцев поставить на колени. И так, как говорится, уже все у нас в кармане. Саша, вообще на самом деле безумие, оно гораздо более серьезные масштабы уже приобрело. Из-за того, что никто не хочет вернуться к здравому смыслу. Из-за того, что все поверили в свою, понимаете, как это, неистребляемость и какую-то особенность, понимаете, все особые снежинки разлетелись в разные стороны. Знаете, я хотел бы в завершении с вами обсудить вопиющую ситуацию, тяжелейшую ситуацию. Сказать, что она там какая-то внезапная? Нет. Сказать, что она там как-то... Но это прям очень серьезная история. Вчера было сообщение о том, что Италия хочет отменять безвиз с Испанией. Сегодня, в общем-то, министр внутренних дел Финляндии высказался, что Испания полностью провалила защиту внешних границ шенгенской зоны от вторжения. Так продолжаться не может, и надо поддержать Рим и, убрать Испанию с Шенгена. А что произошло? У них там есть анклав на другом берегу Гибралтара, и там есть небольшой городок Сеуте, да? Там есть два таких анклава, но почему-то именно Сеуте, там близко через Гибралтар. В общем, поперли марокканцы. Поперли вплавь там вот это все, и их там 50 тысяч в самом Сеуте, там, столько же. В общем, соотносимые эти цифры, и там прям апокалипсис, они там в дома вламываются и так далее. Докатилась эта волна истерики даже до Барселоны. В Барселоне, это бог знает где, там начали колючий провод, там и так много мигрантов, да, они же там натурализовали часть мигрантов этих, они там начали на балконах колючую проволоку вешать. Слушайте, какая-то вообще интересная история. То есть до этого, были подобные, там, вот Италия переживала какие-то, не такой же ад происходит. Но тут же другой момент. Одно дело, там, мигранты, миграционная политика, это все, конечно, хорошо и прекрасно. Мы просто складываем математически. Испания, у Трампа зуб на Испанию. Да. Так получилось, да? Испанцы, конечно, выиграли чемпионат мира по футболу, но все равно и денег много вроде как Трампу оставили. И там и Кушнер у него, FIFA, в общем, эта организация тоже будет зарабатывать деньги. То есть это все понятно. Такие случайности не случайны. Когда заговорили о том, чтобы Шенген снимать с конкретной страны. То есть мы, как украинцы, наблюдаем же за Европой, все стремятся же в Европу, да, то есть европейский выбор. А нам открыто говорят, вы будете членами, такими получленами, недочленами, там с ограниченным правом голоса или вообще без права голоса, но вы будете членами, пожалуйста. А тут уже членам говорят, надо приостановить Шенген. А Европа, простите, без Шенгена,
это уже не то, это другое, это не то. Все же куда пхнулись в эту Европу зачем? За ценностями, правами, свободами, отсутствием границ, вот этой общей экономикой. А тут вот видим акцию, тут марокканцы сидели-сидели, там переплывали на 2 матрасах, а тут как ломанулись и говорят, все, Испания это Марокко, понимаете? Причем все, вот там посмотришь, все пацаны, ну вот я специально смотрел эти видео, то есть там все, абсолютно. Почему? Ну, чтобы там был ряд судебных решений, что, ну, в общем, натурализировать этих мигрантов. Но ведь это явно рукотворная история. Конечно, конечно, рукотворная, потому что международные евреи, Саш, они рулят Голливудом. Вы знаете прекрасно, что Голливуд – это фабрика грез. И все владельцы голливудских студий, они являются представителями одного народа. Тот, который отправлял Лору Лумер спрашивать у Зеленского, есть ли тут нацисты и нюхает ли он кокс. То есть это все сценарии, которые они разрабатывают для разных народов, исходя из понимания их особенностей этих народов. То есть среди каждого народа есть определенные точки сборки и точки разборки. То есть, грубо говоря, есть нитки, которые, понимаете, скрепляют народ, и есть как бы вот точки разлома. И они сейчас бьют во все точки разлома для того, чтобы устроить хаос везде. То есть, чтобы все те системы, которые были людям понятны, вот, мол, Европа, единое пространство, стоит только тебе туда попасть, и там уже нет границ, и, как говорится, ты везде и всюду, где под каждым листком был готов и стол, и дом. Можна приїхати, розказати, що ми бідні, ми нещасні, дайте грошей, бо пити дуже хочеться, їсти нема чого, і спати десь нам хочеться з нашими дітьми. І тут всі вам, значить, виложать деньжата, і ви тільки живіть і радуйтесь житті. Но вы же понимаете, Саша, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То есть они заманили туда огромное количество людей на территорию Европы. Вот марокканцы, например, все мужского рода и сорта, это расходный материал, который можно канализировать и использовать вот в таких целях провокационных. Например, устроить видео, фото, сессию, как они бегут, и там, не знаю, это абсолютно видно, вот мне как профессиональной актрисе видно, что это не хаотичное, не просто действие, а это специально снятое действие для того, чтобы нагнетать страху и для того, чтобы это распространить потом с помощью вот этого говнометателя, а у них у всех в руках средства массовой информации по всем людям, чтобы люди боялись и чтобы было основание, повод выбрасывать Испанию из общего сообщества, лишать их тех, других, пятых и десятых каких-то преференций, то есть, грубо говоря, наказывать Испанию за то, что она не соглашается действовать по общим правилам. Трамп вообще наказывает всех, кто не соглашается с ним. Потому что Мелони была его любимая, прекрасная, самая лучшая подруга дорогая, с которой он целовался, обнимался и фотографировался до тех пор, пока Мелони не сказала, что Италия не будет участвовать в войне в Ормузском проливе, типа, что их это не касается, и вообще, типа, они против войны. Вот сразу Мелони стала кривой, косой, вообще и пристает к Трампу, а он, бедный, не знает, как от нее отстать. То есть он ее репутацию политическую полностью растаптывает, втаптывает в грязь. Точно так же у него были прекрасные друзья, там, Владимир Путин, теперь у него прекрасный друг Владимир Зеленский. То есть он легко и непринужденно репутациями человеческими и судьбами, понимаете, управляет, точно так же, как и репутациями и судьбами народа.
То есть что они совершили с Мадуро, как они относятся к Венесуэле и вообще ко всему тому поясу латиноамериканских стран, которые окружают Америку. Они вообще к ним относятся как, пардон, биомусору. Но точно так же он относится ко всем остальным. Да, они наказывают Испанию за то, что Испания, она пытается вести свою какую-то суверенную политику. И они будут наказывать любого, кто будет противостоять. Но вопрос только в том, что только в противостоянии ты можешь доказать свое право на существование. И, как ни странно, вот, Саша, нам, конечно, это больно, это разрывается сердце, все, что происходит у нас на Украине. Но я вам честно хочу сказать, то, что происходит, и то, что, как бы там ни было, какие бы силы не заставляли, понимаете, наших людей вот это вот противостоять агрессии, это в конечном итоге приводит к тому, что вот в этой борьбе, в том числе несправедливой и кровавой, люди вырабатывают свой внутренний стержень. Проблема только в том, что вот в такие времена отделяются зерна от плевел. Вот эти плевела, их сносит история, понимаете, куда-то в небытие, а зерна начинают прорастать. И единственное, что нам остается, это просто следить, что вырастет из этих зерен. Просто если бы все вот эти процессы шли в каком-то позитивном ключе, с любовью, с пользой какой-то для людей, то прорастали бы какие-то светлые, прекрасные зерна. А на самом деле могут прорасти такие зубы дракона, что мало никому не Нет, покажется. ну понятное дело, мы с этого начинали, но обидно, что трупы это удобрение, понимаете? Вот это вот обидно. Но вы помните, у Вертинского, который пережил Первую мировую войну, революцию, Вторую мировую войну, был в эмиграции долго в разных местах, а потом все-таки вернулся в Советский Союз, у него была такая песня: «Кто послал их на смерть, не дрожащей рукой? Только так бесполезно, так зло и не нужно опустили их в вечный покой». Вот ужас заключается, например, мой материнский, понимаете, в том, что вот этих вот детей, вот этих вот пацанов молодых, которые могли бы жить, растить своих детей, быть счастливыми, приносить пользу, работать тому, чему они там учились, понимаете? Вот сейчас, когда снимают вот эти брони снимают, когда уже специалистов там, электриков, я не знаю, кого-то, кто там что-то чинит по-быстрому после этих обстрелов, их и то вылавливают, вот эти свиньи, скоты, понимаете, которые вообще ничего не стоят в этой жизни, скотобаза это, вылавливает тех, кто учился там профессионально в консерватории, понимаете, на фортепиано играть, или там ток, понимаете, высоковольтный направлять в квартиры. Вот они этих всех людей бросают в топку на мясо, понимаете, и именно поэтому Зеленский тварь, убийца и маньяк. И то, что Кремль дает ему гарантии безопасности и по-прежнему держит их в состоянии активности, это и есть главное преступление, которое они совершают не только по отношению к украинскому народу, братскому, но и по отношению к своему собственному народу, потому что они думали, что они эту бешеную собаку будут контролировать, а эта бешеная собака вышла из-под контроля. И вместо того, чтобы эту бешеную собаку ловить, потому что всех, кому он дотянется, он покусает своей ядовитой слюной. И начинаются вот эти вот процессы, это эпидемия психическая, они сидят и наблюдают за этим. Потому что, к сожалению, революционная ситуация давно назрела. Не просто в России, а вот в этом нашем постсоветском пространстве, когда верхи уже не могут, а низы уже не хотят. И тут уже хочешь, не хочешь, как бы ты это ни контролировал, все это выходит из-под контроля. И, к сожалению, мы будем наблюдать еще вот эти процессы долго и упорно. Поэтому речь о том, что кто-то замирится, договорится, все остановится и будет нам счастье, не идет, Саша.
Пока этот процесс не закончится сам по себе, а судя по всему, это только были предварительные ласки, понимаете? Это была только разминочка. Сейчас начнется все самое главное, потому что и в Америке, и в России, и везде они поняли на примере Зеленского, что война – это повод власти продолжать свое пребывание у руля. И все теперь понимают выгоду этой войны. Что пока ты воюешь, нету никаких демократических процессов, нету никакой смены власти. Есть возможность уцепиться в нее вот так вот, как вождь за кожух, и под предлогом войны, как говорится, продолжать вот эти кровавые барыши собирать. Везде, везде. Потому что Россия – это не Советский Союз. Это капиталистическая страна. И элита там действует по таким же принципам, по которым действует Трамп в Белом доме, Макрон там где-то у себя на Елисейских полях и прочие и тому подобное, кто являются кровь от крови и плоть от плоти капиталистической системы. Да, Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, не забудьте. Самое главное, берегите себя. Добра и света. Увидимся.